Всем привет, мои дорогие любимые зрители, всем доброго дня и хорошего настроения. Добро пожаловать на канал Гадание на воске Марго про Magic. И сейчас будет такая интересная тема. Что и кто на вашем пороге стоит? Давайте посмотрим, что же вас ожидает в ближайшее время. Кто же уже на вашем пороге стоит? А тем временем, конечно же, подписывайтесь на канал. И обязательно, очень важно для резонации и для того, чтобы мы были с вами вместе, оставить хотя бы один свой комментарий. Что и кто на вашем пороге? Что и кто на вашем пороге? Первая такая интересная ситуация. Там, где была разруха, там, где вам казалось, что все, отношения пошли на ноль, это может быть и коллега, и друг. То есть то, что вас беспокоит, то, что вас гложет, то, что не дает вам покоя, спать спокойно не можете. Возможно, снится этот человек. Наконец-то сойдет на нет. Вы сможете поговорить, выяснить ситуацию, выяснить отношения между собой. Это сейчас крайне важно, потому что вас гложет, вам неспокойно спится, возможно, снится человек, возможно, эта ситуация уже длится длительное время. И вот, наконец-то, вы сможете поговорить, объяснить друг другу, что на сердце, что на душе, и поставить все точки над «и». Это очень важно сейчас. Вот прям появятся шансы, возможность разговора с этим человеком для того, чтобы объяснить, что да как, что вас беспокоит, что вам не дает покоя, как вы плохо спите, либо что вы бы хотели изменить в ваших взаимоотношениях. Скорее всего, это как дружеские отношения будут. Друг подруга, с кем вот действительно беспокойные ситуации происходят. Теперь смотрите, еще такая ситуация будет. Какая-то скандальная ситуация связана с финансами. Вы знаете, возможно, вернут долг, либо, возможно, вернут финансы, которые забрали у вас нечестным путем. Вот что-то нечестное, то, что было забрано, вернется обратно. Это могут быть и возвраты по счетам, это может быть возврат долга, это может быть возврат какой-то определенной комиссии, либо денег, которые ранее давали, да, как временные инвестиции, кстати, тоже. Инвестиции очень даже актуально сейчас возврат. Инвестиции, да, что-то забрать свое, то, что принадлежит по праву вам. Получится, это прекрасно, это хорошо. Далее, смотрите, ситуация такая будет, когда вам дадут слово выступить, протранслировать свое мнение, объяснить, что на сердце, на душе, объяснить свое видение ситуации. Это может быть вплоть до того, что какое-то публичное выступление, либо создание такой атмосферы, где необходимо заявить о себе. Возможно, даже какая-то популярность, либо участие в каком-то мероприятии, празднике, где нужно там кто-то речь толкнет, да, кто-то тост скажет, то есть проявить себя и открыто, откровенно, да, показать, что вы, кто вы, зачем, какие у вас цели, какие у вас планы, какие желания. Возможно, даже будет ситуация такая, где вы сможете выступить, получить награду. Например, выступление на сцене, выступление в каких-то там, может быть, стендапах и так далее, да, рассказать то, что у вас накопилось. А еще данная картина говорит о том, что получите признание от человека, который ранее, может быть, не проявлял к вам уважения, либо вообще как бы презирал вашу работу, ваш труд, ваши действия. И вот, наконец-то, будет как принятие вас такими, какими вы есть. Плюс еще это может быть, например, на работе, у вас есть наработки, вы скажете то, что вам важно, то, что для вас ценно, то, что вы хотите усовершенствовать, улучшить. Вас услышат однозначно, будете услышаны другими людьми. Еще смотрите, будет какой-то возврат человека из прошлого. Но вы ждете, надеетесь на то, что человек вернется, у вас прям есть надежда. Возможно, человек в других городах, в других странах сейчас находится. Не быстро. Идет двоечка, больше как 2 месяца, и человек вернется для разговора, для общения. Возможно, приедет с другой страны, да, где-то далеко находится, реально большое расстояние между вами. Далее вижу, есть надежда. Надежда на посещение какого-то мероприятия. Это может быть концерт, это может быть выступление чьего-то, да, любимого артиста, например, либо там театр. Вы прям надеетесь, что сможете попасть, услышать, прожить, да, эти эмоции. Получится. Да, затратно, да, дорого, но иногда можно себя и побаловать, да, как бы. Это может быть либо обращение к какому-то человеку, да, за просьбой, если это вам дорого стоило, либо это может быть действительно посещение
театра, который вы мечтаете посетить. Это может быть там живая музыка, да все что угодно. То, что раньше вам было либо не по карману, либо вы себя в этом ограничивали, да, откладывали на потом. Но получится однозначно. Еще готовьтесь в ближайшее время, это прям очень быстро, сидеть на лавочке с человеком, глубокое общение, разговор по душам, выяснение, да, отношений. Возможно, это и личностные отношения, да, потому что сидеть и разговаривать, но немножко расшатанные такие, раскачанные отношения, есть обида, есть боль в этом всем. Кто-то поговорит с взрослым ребенком, да, а для кого-то это будет означать разговор с любимым человеком, да, там, где расшатанные отношения, там, где нет взаимопонимания, и там, где почему-то как бы утрачено, получается, доверие. Далее я вижу образ ведьмы, прям настоящий. Сейчас я вам, где моя указочка. Эту ручку я уже свою оранжевую любимую спалила, обсвеченная, уже такая совсем страшная. Пришлось взять указочку, хотя ручка эта была очень мне нравилась. Вот здесь ведьма проявлена, видите, какие глаза прям черные, а лицо очень светлое. И, возможно, даже либо как альбинос, либо человек с очень-очень светлой кожей. Ведьма проявится, даст о себе знать. Свеча прям так запахла. Она прям такая темная-темная, нечестная-нечестная. Она даже может какие-то либо привороты будет предлагать делать, либо что-то такое, да, заманчивое, но по темноте, по черному. Далее смотрите, есть люди, которые за вами наблюдают. Это может быть действительно либо наблюдение там соседи, знакомые, коллеги и так далее. Но еще это наблюдение, оно похоже как какие-то глаза. Это может быть камера наблюдения, либо же это может быть как где-то за вами смотрят, что вы делаете, как вы делаете, пытаются за вами проследить. Еще хочу сказать, если вот здесь как утка напыщенная женщина, состоит в треугольных отношениях, имя, фамилия, буква К, буква Х присутствует. Женщина очень нечестна, она ищет какую-то свою выгоду. Это может быть даже не треугольник, четырехугольник, пятиугольник, да. Возможно, что-то поделится какой-то информацией, но, не знаю, как-то не очень приятно, да, прям используют людей. Еще параллельно выстраиваются взаимоотношения, как с друзьями, да, параллели искать, где, кто, с кем, когда, какие-то разборки могут быть в ближайшее время. Именно то, что связано с дружбой, с близкими людьми. Вот здесь Баба-Яга такая прорисовалась, женщина с большим крупным носиком, да, ну как-то за спиной держит, это комфортно, как будто поясницу поддерживает. Уже взрослая, в возрасте, смотрит, наблюдает и что-то вечно бубнит, какие-то будет делать громкие высказывания, либо замечания. Ну, не думаю, что вас это может сильно прям заинтересовать, но образ здесь такой конкретно появился. Далее огонь такой прям идет крупный, потому что вы на кого-то злитесь. Имя, фамилия, буква С, буква О. Очень злитесь. Вам прям неприятно, больно и обидно. Ну, человек проявится, но не будет просить прощения. Нет, это просто проявиться, доказать что-то вам. Может возмущаться, кричать, попытаться доказать свою правоту. Но не выйдет, нет смысла. Нет совершенно никакого смысла доказывать что-либо. Уже как-то поздно доказывать свои действия, свои поступки. Очень поздно. Реально не имеет значения. Как будто вы уже закрыли этот круг, да, с которым ходили туда-сюда, как ада в круг какой-то. Он закрыт, не имеет значения уже никакого для вас. Ну и хорошо, что не имеет уже значения. Сможете расслабиться, отдохнуть, да, и сказать: человек, мне уже неинтересно. Вот прям как-то, знаете, вот там, где человек испытывает надежду, что вы будете реагировать, а вы скажете: нет, уже не имеет значения никакого. Как бы даже, возможно, кого-то и будете прогонять в ближайшее время. Выгнать кого-то. Может быть, культурным способом тоже очень актуально. Почему бы и нет? Культурным способом иногда тоже можно прогнать, изгнать, вот такого плана. Либо, если вы, например, начальство, то вы можете кого-то в ближайшее время уволить, либо освободить временно от какой-то должности. Ну, непростой такой идет период. Вы что-то еще ждете появления человека прям как на свидание, либо собираетесь, либо хотите романтику в свою жизнь вернуть. Ну, как-то параллельно человеку сейчас либо некогда, либо не от того ждете проявления чувств и эмоций, как будто от другого что-то придет, от того, кого не желаете.
Могут быть какие-то комплименты, либо могут быть, да, действительно подарки и знаки внимания, но не от того, кого вы ждете. Вообще человек просто тайный поклонник, тайно влюблен. Вот от него будет. Но вы почему-то считаете, что вам не по пути. Ну, потому что не тот, кого ждете, не тот, кого хотите видеть рядом. Но зато признание в чувствах и в любви однозначно у вас на пороге. Но как бы не того, кого мы желаем, да. Это может быть даже там какой-нибудь сосед, либо знакомый, либо мимо проходящий человек сделает комплимент, сделает вам что-то приятное, может что-то даже подарит. Вот так вот, дорогие мои любимые зрители. Обязательно, я прям вас прошу и хочу, чтобы вы написали комментарий, как вы оцениваете отливку, понравилось вам, не понравилось вообще, что вы находите в этом канале. Обязательно подписывайтесь. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.